Добрый день, уважаемые коллеги и гости. Я рада приветствовать вас на площадке Международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня». И мы начинаем нашу пресс-конференцию. Приветственное слово я предоставляю вам, Владимир Анатольевич. Сегодня он выступает у нас в роли модератора. Пожалуйста. Не приветственное слово, просто я прежде всего представлю гостей. Скажу, что вот советник президента Российской Федерации Сергей Юрьевич Глазьев и академик Российской академии наук, он движется, так что он будет. Просил нас начинать без него. Все сливки достанутся ему, да, к концу. Значит, известный экономист, глава компании «Неокон» Хазин Михаил Леонидович, Владимир Юрьевич Левченко, экономический эксперт, специалист по фондовому рынку. Я директор института Евразес. Буквально два слова скажу, прежде чем задать вопрос. Михаил Леонидович, наверное, с него начнем. Тема экономических санкций, она, пожалуй, если говорить о внутренней политике, сегодня ключевая. Буквально несколько дней назад, 28 числа, было заседание Госсовета, которое, с одной стороны, вроде бы рассматривало перспективы развития бизнеса, но когда президент Российской Федерации открывал Государственный совет, он говорил о перспективах экономики, а не просто развитии бизнеса. Естественно, нас интересуют экономические проблемы. И сегодня есть возможность послушать не политиков, которые очень много говорят на тему санкций, а все-таки ведущих экономистов России, да, к коим я отношу присутствующих, и Глазьева, который должен подъехать. И 30 числа, на следующей неделе, в Брюсселе состоится заседание постоянных представителей стран Евросоюза как раз на эту тему, да. Некоторые эксперты полагают, что, возможно, экономические санкции будут пересмотрены, может быть, даже отменены. Хотя, например, глава Комитета международной политики Госдумы говорил о том недавно, и агентство «Россия сегодня» публиковало его интервью, что бы ни делала Россия, все равно санкции будут, они будут нарастать, расширяться. В общем, существуют разные точки зрения, но ключевой вопрос такой – все-таки собирается ли правительство Российской Федерации всерьез менять экономическую стратегию в связи с этими экономическими санкциями? Будут ли они нарастать, будут ли они корректироваться? Самое главное, что они являются свидетельством отношения Запада в целом, да, к России сегодня на обозримую перспективу, и российское правительство должно делать какие-то выводы. Но, судя по заседанию Госсовета, пожалуй, только два человека, с моей точки зрения, это мое личное мнение, настроены на серьезную работу. Это президент, который ставил задачи, и губернатор Белгородской области, который говорил о конкретике. Все остальные выступления, особенно политиков, депутатов, они были опять из разряда абстракций. И основной лозунг, который там звучал, это импортозамещение. Такое ощущение возникает, что импортозамещение похоже на фикцию, да? То есть, по крайней мере, настрой такой, что замена не западных товаров на российские товары, а замена западных товаров на китайские, да, как мы видим. Поэтому еще раз повторяю этот вопрос, адресую это к Михаилу Леонидовичу, то есть настроено ли все-таки правительство Российской Федерации менять экономическую стратегию? Если настроено, то в каком направлении и что из этого может получиться? Спасибо. Значит, прежде всего, нужно объяснить одну экономическую вещь. Большая часть той реальности, в которой живут политики, она создается в рамках модели получения прибыли в экономике. Если мы посмотрим на модель получения прибыли, в которой мы живем сегодня, то это модель эмиссии доллара. И, соответственно, кто будет получать прибыль и как будет получаться эта прибыль, определяется так или иначе в Вашингтоне. А при этом, разумеется, когда модель уже более-менее сформирована, кто-то может в нее встроиться более удачно, кто-то медленнее, но все равно эта модель, она целенаправленно создается. Я не буду сейчас говорить о специфике модели, потому что об этом, я думаю, куда лучше скажет Володя Левченко, который на этом собаку съел. А я скажу немножко о проблемах России. Дело в том, что в начале 90-х годов мы
отказались от своей модели получения прибыли, считая, что она неэффективная, и встроились в модель западную, американскую. Сегодня становится понятно, что западная модель, в финансовой части это Бреттон-Вудская система со всеми ее институтами: МВФ, Мировым банком, ВТО, ГАТТ и эмиссионным центром долларовым. Что эта модель находится в глубоком кризисе. И уже абсолютно понятно, что Соединенные Штаты Америки собираются выходить из собственного кризиса за счет других участников мировой экономики. Мы очень хорошо видим их конфликт с Китаем. Мы очень хорошо видим экономическую войну между Соединенными Штатами Америки и Евросоюзом. Соединенные Штаты Америки стремятся сделать зону свободной торговли с Евросоюзом, по итогам которой произойдет деиндустриализация Западной Европы. Соответственно, континентальные элиты Европы пытаются защититься от этого. В союзе с Китаем. Пока они отбиваются, но этот конфликт продолжается в очень острой форме. Россия в данном случае выступает в качестве наиболее публичного оппонента Соединенных Штатов Америки. Еще раз повторяю, публичного. В реальности Китай и часть элит Западной Европы сопротивляются американскому давлению куда сильнее, чем Россия. Но это происходит, если так можно выразиться, закулисно. А Россия, особенно в ситуации с Украиной, сделала это публично. Что вызвало два главных следствия. Первое состоит в том, что весь мир увидел, что есть в мире силы, которые не хотят полностью ложиться под Соединенные Штаты Америки. Если бы экономическая ситуация в мире была бы хорошей, это бы не вызвало особой реакции. Но проблема состоит в том, что жизненный уровень населения очень сильно падает. Руководители многих малых стран уже поняли, что больше они свой кусок от мировой долларовой системы не получат. И по этой причине для них принципиально важно, что есть кто-то, кто может оказывать какое-то противодействие. В результате авторитет России в мире не среди элит и экономических элит, а среди народов в целом и политических элит малых государств очень сильно вырос. И это видно невооруженным глазом. Как следствие, это вызвало очень острое противодействие. И именно в этом причина санкций. По этой причине я не стал бы рассчитывать на то, что эти санкции могут быть сняты. Потому что это возможно только в том случае, если тот, кто их начнет снимать, перейдет в открытую конфронтацию с руководством Соединенных Штатов Америки. С учетом роли доллара в современной экономике, мне это представляется крайне маловероятно. А при этом, если кризис будет усугубляться, мне кажется, что это крайне вероятно. Я, собственно, не вижу механизмов, которые могли бы его остановить, не то что привести ситуацию в рост. То в этом случае теоретически мы могли бы получить плюсы, которые могли бы компенсировать тот негатив, который мы получаем от санкций. Беда состоит в том, что у нас нету сегодня никакой позитивной программы. То есть мы говорим Соединенным Штатам Америки: нам не нравится, как вы себя ведете, нам не нравится, что вы вмешиваетесь в дела Украины, нам не нравится, что вы бомбите суверенные государства, не имея на это санкций и так далее. Соединенные Штаты Америки отвечают на это. Тут можно привести слова Обамы, которые он произнес, кажется, года полтора тому назад, выступая на Генеральной Ассамблее ООН. Что Соединенные Штаты Америки сегодня отвечают за порядок в мире, но ресурсов у них уже не хватает, и либо все будут Соединенным Штатам Америки помогать, либо они уйдут, и тогда всем остальным будет только хуже. То есть нам сегодня предлагается: ребята,
Вы помогаете Соединенным Штатам Америки, а иначе будет хаос. Ну, при этом неявно намекается, что в случае, если мы помогать не будем, то Соединенные Штаты Америки этот хаос углубят и усилят. А позитивной программы у нас нет. У нас ее нету сразу по двум направлениям. Но направление первое – это концептуальное. Грубо говоря, какой образ будущего мы несем миру? Российская империя несла образ православного будущего с христианскими ценностями, библейскими. СССР нес образ коммунизма, то есть равенство людей. А что несет сегодняшняя Россия? При том, что наше правительство и Центральный банк открыто говорят, что мы строим либеральный капитализм по образцу Соединенных Штатов Америки. Мы здесь выглядим крайне бледно. Но это, так сказать, идеологическая часть, концептуальная. А есть еще и экономическая. Мы говорим импортозамещение, развитие экономики, еще чего-то. А что у нас является источником развития? Есть ли у нас, например, собственный инвестиционный ресурс? Как мы знаем, еще с 1991 года, со времен Гайдара, не к ночи будь помянут, было нам сказано, что единственный источник инвестиций должен быть это иностранные инвестиции. То есть доллар. То есть, иными словами, все наше развитие сегодня завязано на долларовый эмиссионный центр. Неважно, как мы получаем эти доллары, то ли от того, что Соединенные Штаты Америки завышают цены на нефть, опять вот Володя об этом расскажет, то ли потому, что к нам приходят какие-то иностранные инвесторы, но они как приходят, так и уходят. И мы сегодня видели, что нас отрезали вот от этого, от значительной части этих самых долларовых источников. Нам категорически необходим собственный ресурс. Нам необходимо создавать собственную инвестиционно-финансовую систему. Вот это та ситуация, к которой мы сегодня подошли. Обращаю ваше внимание, что создавать такую систему 20 лет назад и 10 лет назад было рано. Потому что долларовая система в силу масштаба приносила больше пользы и больше доходов. Она была в силу своего размера абсолютно доминирующей. Сегодня мы видим, что в долларовой системе очень большие проблемы, они будут только нарастать. И в этой ситуации становится выгодно создавать системы региональные. Вот мы должны сегодня начать создавать региональную финансовую систему. Владимир Леонидович, вот буквально 2 дня назад как раз министр финансов заявил о том, что Россия не собирается предпринимать каких-либо ответных мер, да, на вот этот второй пакет санкций. Это что означает, что Министерство финансов вообще не рассматривает такую перспективу создания какой-то суверенной финансовой системы? Значит, принятие санкций не входит в полномочия Министерства финансов. Это политическое решение. Министерство финансов тут будет исполнителем. Получит приказ, примет. Мнение министра финансов тут может быть интересно в том смысле, что он может дать свое мнение в процессе принятия политического решения. Если оно будет принято, он должен его исполнять. А что касается самостоятельной финансовой системы, то надо отдать себе отчет. Сегодняшнее руководство российского правительства и сегодняшнее руководство Центрального банка – это люди, которые свою карьеру сделали в рамках взаимодействия с долларовым центром. Я напомню, что Набиуллина в 90-е годы была ответственным секретарем правительственной комиссии по связям с международными финансовыми организациями. Она именно в рамках взаимодействия с этими структурами делала свою карьеру. Силуанов тоже. И в этом смысле, про Дворковича мы даже не говорим, он просто даже и учился там. И по этой причине говорить о том, что они будут строить что-то альтернативное долларовой системе, по меньшей мере наивно. Они этого делать никогда не будут. Но еще раз повторяю, я сегодня говорю о настоятельной необходимости для России, а вовсе не о мнении Силуанова, Набиуллиной, Дворковича или Кудрина.
Вот это ситуация, в которой мы находимся. Я понимаю, что это пока не ответ на вопрос, это скорее постановка вопроса. Но сказать можно одно только в заключении, что до тех пор, пока мы не создадим альтернативные инвестиционно-финансовые модели, Соединенные Штаты Америки имеют все возможности создавать нам финансовые неприятности через ограничение инвестиционного долларового инструмента в нашей стране, и они, безусловно, будут этим инструментом пользоваться. Хорошо, мы вернемся еще к этому вопросу. Да. Владимир Юрьевич, очень много говорится о санкциях в самых разных аспектах, но про фондовый рынок, как правило, никто не говорит. Да, очень интересно, что происходит там, как он реагирует, да, на ситуацию. Расскажите. Ну, во-первых, нужно понимать, что фондовый рынок у нас в нынешней ситуации имеет, к сожалению, большому крайне низкое значение. И вот то, о чем сейчас Михаил сказал, про там, силу доллара, что базируется, так вот, сила доллара, она заключается в нескольких аспектах. Все говорят тут про доллар, про какую-то зеленую бумажку, про то, что она ничем не обеспечена, но это первая сила американской экономики и сила мировой финансовой системы, которая является американской, причем полностью американской. Если мы захотим что-то сделать в мире на финансовом рынке, не выходя из России, ну, в буквальном смысле слова, ну, допустим, вот этот закон о запрете хранения данных, мы не сможем сделать ничего вообще. Почему? И в чем состоит проблема? Есть такой закон размера рынка. Это одна из причин, по которой Советский Союз проиграл вот ту самую гонку, то соревнование с Соединенными Штатами. У нас был размер рынка ограниченный фактически Советом экономической взаимопомощи, ну и еще некоторыми странами, которые, собственно, являлись исключительно получателем, да, нашей экономической мощи, но никоим образом не дополнительными рынками. А в Соединенные Штаты имели, по большому счету, ну, весь остальной мир в качестве своего огромного рынка. И чем больше рынок, тем, собственно говоря, больше будет развития. Поэтому сделать какой-нибудь, я не знаю, там, суперсовременный смартфон просто невозможно, не имея 7 миллиардов населения, с определенным уровнем жизни, определенным уровнем развития, потому что мы просто не сможем выделить то количество людей, которые бы занимались наукой, разработкой, технологиями и так далее. Ну, не получится такого количества добавленной стоимости. Вот в этом состоит проблема санкций. Именно так они действуют. Что получается? Нам ограничивают наш рынок. У нас наш рынок становится меньше. Это бьет очень сильно и по научно-техническому потенциалу, да, который мы, в общем, сами, к сожалению, достаточно долго пинали ногами. И, естественным образом, это будет бить по уровню жизни. Потому что по вот, последним исследованиям на конец 2013 года Россия вот из всех вот таких крупных развивающихся, хотя, в общем, мы давно уже, к сожалению, не развивающимся, поменял термин с развивающихся на периферийные экономики, вот из всех крупных периферийных экономик мы были больше всех интегрированы в мировую экономику, в мировую финансовую и в мировую информационную систему. Соответственно, это давало колоссальные преференции и по экономическому росту, и по техническому развитию, и по информационному, и, соответственно, по уровню жизни. Поэтому здесь нам есть что терять на самом деле. Что такое фондовый рынок? Что такое современная денежно-финансовая экономика и чем она занимается? Я в свое время предложил очень простое определение. Мировая денежно-финансовая экономика создает в каждой точке максимально эффективного использования ресурсов, максимально возможное количество этих самых ресурсов в реальном времени. К чему это все приводит, мы сами прекрасно понимаем. Просто к взрывному экономическому росту. Это приводит к тому, что отсутствуют различного рода потери. Именно финансовая экономика создала вот ту самую революцию в коммуникации, которая шагает по планете с середины 70-х годов. И поэтому мы сейчас имеем некую глобальную экономику. Соответственно, если мы выпадаем из этой финансовой системы, понятно, что полностью мы выпасть не можем, мы, пусть и маленькая по населению страна, но большая по территории и, в общем, достаточно значимая в мире на сегодняшний день. И хочется надеяться, что будем еще более значимы, поэтому мы будем получать достаточно мощные удары. И, соответственно, вот то самое финансирование, доступ к финансированию, доступ к ресурсам. Когда вот у нас есть некая идея, чтобы ее реализовать, да, нужен какой-то ресурс. Для того, чтобы этот ресурс получить,
предлагалось всегда бежать на Запад. Получать... Почему? Потому что все помнят, что такое там связанный кредит. Когда в начале 90-х нам тоже выдавали некие кредиты, которые мы потом благополучно, часть из них простили в 98 году. То есть живых-то денег практически не было. То есть это были там, товары, где-то технологии, оборудование и прочее. То есть, опять же, нас использовали как расширение собственного рынка сбыта и расширение вот того рынка, который уже был. И в этом и состоит суть глобализации. Поэтому, когда мы не можем получить какой-то ресурс под собственное развитие, ну, вот как любое маленькое предприятие, кто-то сделал какой-то маленький бизнес, понял, что у него это получается, и решил его тиражировать. Для того, чтобы тиражировать, нужны заемные деньги. То есть можно сколько угодно говорить про вред судного процента, но без этого не получится такого развития. И тогда человек не будет все время бежать вперед. Другой вопрос, что это нужно делать, не заставлять гнать всех, а только тех, кто хочет. Поэтому всегда все привыкли, что нужно выходить на Запад, мол, там деньги дешевле и так далее и тому подобное. Все, сейчас нет, мы пришли к ситуации, когда не получается. И что мы начинаем делать? Мы начинаем вводить собственные санкции против самих себя же. Это к вопросу, да, деятельности Центрального банка. Вместо того, чтобы действительно вот те разговоры, которые велись буквально несколько лет назад о создании Международного финансового центра в Москве, мы можем вполне создать, у нас есть такие возможности, региональный финансовый центр, достаточно крупный. Но это очень тяжелая задача, чрезвычайно причем тяжелая. Потому что если мы посмотрим на набор финансовых инструментов, на объемы торгов, на количество инвесторов и спекулянтов, в том числе, которые присутствуют, например, на Нью-Йоркской или на Лондонской биржах, прежде всего на Нью-Йоркской, причем там и Чикагской, вообще на американские торговые площадки, и возьмем там любые азиатские площадки, то объемы операций, объемы инвесторов и объемы капитала, они находятся, ну, в общем, на уровне нуля или на уровне погрешности статистической по отношению к тому, что происходит в Соединенных Штатах. Вот это к вопросу о силе доллара и к вопросу о том, как работает финансовая экономика. Поэтому, но они это сделали, и у нас другого выбора нет. Если мы хотим быть хотя бы действительно региональной державой, как нас называет Обама, да, потом уже мировой державой, то нам нужно это делать. И без хорошей экономики, в общем, у нас здесь в любом случае ничего не получится. Почему опять важен финансовый рынок? Что такое вообще вот финансовый рынок? Если сравнивать с человеческим организмом, это центральная нервная система. То есть вот что мы подумаем, что мы начинаем делать. То есть сначала бегут деньги, то есть появляется мысль, за мыслью идет денежный поток, и уже за денежным потоком идет все остальное. Так вот, современная финансовая экономика позволяет эти процессы сводить практически воедино. Как только мы оказываемся оторваны от вот этого процесса развития, мы в лучшем случае начнем очень резко терять в темпах роста. А сейчас мы, в общем, потеряли до конца. И более того, я согласен, что вряд ли какие-то санкции против нас когда-то отменят, но для нас это действительно шанс. Для нас это шанс сделать что-то внутри у себя. Мы давно говорили про платежную систему, когда Visa с MasterCard отключили некоторые наши банки. И что? А ВОЗ и ныне там. То есть никто на самом деле не хочет из этой системы выходить. Я имею в виду про тех людей в нашей стране, которые применяют решения. Ну, потому что им и так комфортно. Им очень комфортно. Поэтому, ну, хорошо, упадет цена на нефть. Если мы говорим про некое импортозамещение, да, вместо того, чтобы вводить там, эмбарго на польские яблоки, мы все прекрасно понимаем, почему у нас в стране мы не можем ничего производить. Ну, потому что мы не конкурентоспособны. По разным причинам. Можно сделать структурные реформы, но это опять из той же оперы, что те люди, которые их должны были бы сделать, ну, наверное, если бы могли, уже бы сделали за там, 15 лет, в самом деле. Соответственно, либо остается последний ресурс, это курс нашей национальной валюты. То есть можно, конечно, действовать по образу Аргентины, где курс реального черного рынка примерно в 2 раза песо стоит дешевле, чем курс официальный. В Венесуэле эта разница в 4 раза. Соответственно, что происходит в стране? Ну, в общем, там экономическая катастрофа. Поэтому говорить о том, что финансовые рынки как-то плохо влияют, и что вот санкции, которые ввели изначально, первая реакция была, они нам не страшны. Ну, в общем, это реакция маленьких детей, которые на все сразу говорят нет, а потом быстро понимают и говорят, ой, да, наверное, вот что-то. И прошло, ну,
практически полгода после того, как уже первые лица правительства начали говорить о том, что санкции не отменят ни в следующем году, ни, наверное, в 2016, а может быть и дальше. Вот Алексей Улюкаев на эту тему говорил сейчас на Сочинском форуме. Но при этом закладываются во все модели, там, и в бюджет, там, и во все планы социально-политического развития, то, что санкции в следующем году все-таки отменят. То есть получается, что мы рисуем одни прогнозы для того, чтобы эти прогнозы потом как-то изменить. И следующий есть момент для фондового рынка. Если мы говорим про инвестиции, можно опираться на внутренний капитал, можно опираться на внешний капитал, но если с внешним капиталом проблема, то вот как все говорят про ситуацию, ну хорошо, напрямую нельзя ввозить к нам пармезан или нельзя ввозить норвежский лосось. У нас теперь Белоруссия страна там, лосося, пармезана, там, ну, всего чего угодно. То есть всегда можно как-то обойти. Это будет стоить плюс наценку некую, но придумать можно. На финансовом рынке тоже, в общем, это тем или иным образом можно сделать. То есть можно привести капитал в какой-нибудь там Гонконгский банк, Шанхай, Сингапур и так далее, да, сделать некий своп и получить под это дело там, не знаю, любую другую валюту, профинансировать и впрямую, да, все будет, в общем, нормально. Да, будет стоить чуть-чуть дороже, безусловно, будет стоить дороже, и это уже проблема. Но если будет нормальная норма прибыли от инвестиций в какой-то регион, то инвестировать будут. Огромное количество моих знакомых бизнесменов сидят вот на деньгах, на валютных, и говорят, ну вот где? Вот был бы рубль, имел бы рубль адекватный курс, были бы адекватные процентные ставки, у нас есть уже проекты, мы вот прям ринулись бы инвестировать. Почему не инвестируют? Потому что норма прибыли нулевая или отрицательная. Вот, собственно... К предметной части переходить. Ну, если вы заметили, выступление немножко в диссонансе, да, к тому, что в прессе в последнее время пишется, потому что, ну, по крайней мере, политики все время говорят, что нам санкции не страшны, да, и это даже прекрасно, поскольку вот позволяет стране сделать разворот, и вот сейчас, значит, экономика начнет развиваться, при этом вот уже несколько месяцев об этом говорится, но нам не представлено, я уж не говорю там про план промышленной политики, да, какая-то стратегия разворота в промышленности, например, там, индустрии, ну, даже по сельскому хозяйству, да, никакой план не предоставлен, а ведется работа, вот как я уже сказал, по замещению западных товаров на китайские. Вот здесь представлена реалистическая точка зрения, в отличие от оптимистической, которая звучит в СМИ, да. Но вот что делать, Михаил Леонидович, в ситуации, когда у нас нет вот этой самой концептуальной оформленности, да, нет стратегии, но вот в тех условиях, которые сегодня существуют, надо же что-то делать, да. Мы прекрасно понимаем, что нужно обеспечить финансовый суверенитет, который за собой потянет экономический суверенитет и все остальное, да. Но вот представим себе, что нет политического решения, а правительство же должно действовать. Поэтому, конечно, вот смотришь на министра экономики, который там что-то говорил про развитие каких-то отдельных отраслей промышленности, но вот вопрос-то возникает об источниках. Вот ты говорил об источниках, да, и Владимир говорил об источниках роста. Они существуют или не существуют? Может быть, их вообще и нет? Но тут нужно сказать вот что сегодня мы живем в модели долларовой. По этой причине прибыль, наша экономика, вот Владимир говорил о том, что если нету прибыли, то бессмысленно никто не будет вкладываться. Проблема состоит в том, что у нас источником прибыли до какого-то момента были нефтедоллары. Нефтедоллары мы получали потому, что в рамках той модели, которую создали Соединенные Штаты Америки, цены на нефть были завышены относительно других. Ну вот, как бы есть оценка. Вот скажи, я могу быстро сказать. Например, вот смотрите, все говорят про инфляцию, все говорят там про то, что цены на нефть там такие-то, вот инфляция меняется. Я провел очень простое исследование и посмотрел, как, например, вот за последние там, почти 30 лет, ну, когда более-менее можно там адекватно оценить, да, стоимость сырьевых товаров, они менялись. Вот с середины 80-х годов нефть по отношению к такому вот используемому сырью, как алюминий, выросла в 10 раз. В 10! К меди, которая очень важна, и тоже месторождения истощаются, и вообще там крупнейшее месторождение одно в Антофагасте в Чили, такое, вот, и чилийцы уже, в общем, бьют, в 4 раза выросло. То есть, в общем, нефти по отношению к другому сырью есть куда падать. Если посмотреть, сравнить с ценами на уголь, с ценами там на, еще некоторые приводят с ценами на продовольствие,
то говорить о том, что у кого-то там где-то как-то сверстан бюджет или где-то себестоимость. Еще один момент. Цены на природный газ в Соединенных Штатах. Сейчас они находятся на уровне, может быть, процентов на 5-10 выше, чем средняя цена в 90-е годы. Сколько тогда нефть стоила? И все нам рассказывали 5 лет назад, что вот они работают себе в убыток, и дальше все это закроется, а добыча только растет, и технологии понижают себестоимость. То есть это два пути. Один путь, тот действительно, о котором говорит Михаил, что можно сидеть и надеяться на то, что где-то там дядя, да, который был раньше добрым, Сэм, сделает определенную цену на продукцию нашего экспорта. А можно заниматься собственными технологиями. Вот, и тогда я как бы уже закончу, поскольку пришел Сергей Юрьевич. Я хочу сказать вот что. В той модели, в которой мы развивались последние 20 лет, и в которой нам дали некий ресурс, просто потому, что мы в нее встроились в уже существующую модель. Больше мы в рамках этой модели ничего не получим. Дело тут даже не в санкциях, просто эту модель закрыли. А санкции, собственно, это наказание за то, что мы мешаем Соединенным Штатам Америки перестраивать их модель. Так вот, у нас есть сегодня два варианта. Либо мы будем сидеть и ждать, рассчитывая на то, что, может быть, нам что-нибудь дадут. С учетом санкций я в этом сильно сомневаюсь. Вариант второй, с учетом того, что кризис в мире продолжается и вновь становится рентабельным региональные экономические системы, мы должны построить собственную модель, так как это сделал СССР в 20-е и 30-е годы прошлого века. Это сегодня возможно. И это прежде всего должна быть финансово-инвестиционная модель, в которой должен быть наш собственный инвестиционный ресурс. Если мы его не сделаем, то у нас нет шансов что-то в этом деле получить. К сожалению, и правительство, и Центробанк сегодня находятся в глубоком отказе. Да? Они категорически отказываются эту тему даже обсуждать. Давайте дадим слово Сергею Юрьевичу. Вот мы уже начали обсуждать такую тему в связи с экономическими санкциями. Собирается ли вообще правительство Российской Федерации реально что-то делать с точки зрения смены модели экономической стратегии? Вот это во-первых. И во-вторых, все-таки существуют ли какие-то источники, да, для того, чтобы и вообще возможности, чтобы можно было перейти уже сегодня, начать переходить на какую-то новую модель экономического развития. Что вы думаете по этому поводу? Насчет правительства лучше у них спросите. У меня нет понимания того, как мы будем реагировать сегодня на угрозы, идущие от стран НАТО в части эмбарго, по сути, на поставку нефтегазового оборудования, в части эмбарго на предоставление новых кредитов, запрета на торговлю высокими технологиями. В принципе, ничего в этом катастрофического для нас нет. Несмотря на все разрушения нашего научно-технического потенциала, у нас достаточно пока еще и набор технологий, и количество специалистов в стране для решения тех задач импортозамещения, которые в связи с этим возникают. Но проблема упирается, конечно, в экономическую политику и в грамотные управленческие решения. С одной стороны, не надо впадать, конечно, в уныние в связи с санкциями, и тем более какие-то катастрофические апокалиптические прогнозы, этого нет. Но с другой стороны, я бы предостерег и от шапкозакидательства. Я вот недавно видел интервью одного замминистра энергетики, который говорил: нет проблем, мы сейчас заменим там все, что касается добычи нефти и газа на шельфе, все у нас есть, нам технологии известны, мы за 1-2 года все решим. Возникает вопрос, где этот господин был последние 10 лет? Почему до сих пор не решили? Почему наш весь нефтегазовый сектор сидит на западной инжиниринговой базе? Больше половины оборудования, которое мы получаем сегодня, это иностранное оборудование. Я помню, с середины 90-х годов ведутся разговоры о том, что 4 миллиарда долларов, там сейчас уже больше, наверное, которые тратят нефтегазовый сектор на закупку импортного оборудования, вполне могли бы заместить российские предприятия. Сейчас ситуация хуже стала, потому что, во-первых, наши крупнейшие нефтяные компании ушли на инжиниринг к западным компаниям.
Тоже неоправданное было решение передачи бурения, разведочного бурения, особенно западным инжиниринговым компаниям. Это было в чистом виде, я считаю, беспомощность нашей системы управления, которая, имея огромное количество квалифицированных кадров в нефтянке, в машиностроении, в инжиниринге, тем не менее запустила сюда Halliburton и другие компании, которые тянут за собой импортное оборудование. Мы переплачиваем гигантские деньги, и финансирование этих расходов идет через иностранные кредиты. Значит, сейчас удар с двух сторон. С одной стороны, не будут поставлять оборудование, с другой стороны, не будут давать кредиты. Что в этой ситуации нужно делать? Но совершенно правильно были поставлены на последнем Госсовете задачи импортозамещения. Губернатор Савченко выступил с блестящим докладом, который я целиком, так сказать, поддерживаю. И те решения Госсовета, которые были приняты, абсолютно правильные. Он назвал цифры. 2-3 триллиона рублей продукции мы можем сегодня произвести взамен импорта, который для нас стал более труднодоступным. Это касается и продовольственных товаров, и товаров народного потребления, и оборудования. Но возникает вопрос, для того, чтобы произвести 2 триллиона или даже 3 триллиона дополнительной товарной массы, необходимо иметь на это финансовые источники, нужен кредит. С учетом того, что оборот в среднем 3-3,5 раза деньги обращаются в год, значит, нужен кредит не меньше 1 триллиона. Дополнительный кредит. Без этого никакого импортозамещения не произойдет. Только на пополнение оборотных средств. А если мы говорим про продовольственные товары, там производственный цикл составляет календарный год. Значит, кредит нужен на год. Центральный банк ничего по этому поводу в основных направлениях денежно-кредитной политики, которые буквально на днях опубликованы, не говорит. Для Центрального банка таких проблем нет. Он констатирует, точнее мы можем констатировать снижение объема денежной массы сейчас. В реальном выражении она уже не растет больше года. И это на фоне того, что требуется задача расширения производства по импортозамещению, такая политика Центрального банка ставит крест на всех планах импортозамещения. Если Центральный банк будет дальше проводить политику удушения наших товаропроизводителей, не увеличивая объем денег, не создавая механизмы долгосрочного дешевого кредита, то никакого импортозамещения не будет. Более того, я берусь утверждать, что политика Центрального банка наносит намного больший вред, чем экономические санкции. А в сумме санкции и политика Центрального банка ставят нашу экономику на грань катастрофы. Потому что если Центральный банк не обеспечит дополнительный кредит, значит, не будет импортозамещения, о чем я уже сказал. Если Центральный банк не создаст механизм возмещения тех кредитов, которые сегодня заморожены на Западе, которые нам давать не будут, возникает вопрос, а каковы же источники тогда компенсации тех кредитных ресурсов, которые США и Европейский Союз отзывают? В этом году нужно будет отдать 120 миллиардов долларов. Это ни много ни мало, значит, порядка, значит, это около 4 триллионов рублей, наверное. Плюс импортозамещение триллион, не меньше. И то возникает вопрос, в денежной системе не хватает 5 триллионов рублей на поддержание даже простого воспроизводства. При этом Центральный банк, мало того, что в этом году денежную массу практически не увеличивает, хотя все страны мира, как вы знаете, занимаются количественным смягчением для того, чтобы денежное предложение хватало на инвестиции, на преодоление депрессии, на стимулирование экономической активности. На будущий год и на ближайшие 3 года Центральный банк планирует увеличение денежной массы с темпом примерно 15%. Значит, в реальном выражении это, считайте, в 2 раза меньше, 7-8%. И продолжает оказывать давление на повышение процентных ставок. Своей политикой санации банковской системы, фактически самоустранившись от функции кредитора последней инстанции, Центральный банк превратился в палача фактически банковской системы, когда ни один банк сегодня не может быть уверен в том, что у него завтра не отберут лицензию. Вследствие этого в стране возник искусственный кредитный голод, катастрофический голод. Сегодня взять кредит не то что малому, среднему, крупным корпорациям невозможно.
Поговорите с товаропроизводителями. С одной стороны, правительство им предлагает заняться импортозамещением, а с другой стороны, кредита взять нельзя, потому что его просто нет. Во-первых, он дорогой, и процентная ставка превышает рентабельность в обрабатывающей промышленности машиностроения в 1,5 раза. Рентабельность сельского хозяйства в 4 раза процентная ставка превышает. И экономически его взять невозможно. Такой кредит не нужен. А с другой стороны, даже если предприятие высокорентабельное, оно его физически взять не может, потому что те требования залогового обеспечения, которые сегодня предъявляются, для большинства предприятий невыполнимы. И банки боятся, вследствие этой политики ЦБ, банки боятся давать кредиты сегодня, боятся попасть под раздачу, что называется. Таким образом, Центральный банк искусственно создает денежный голод в стране, искусственно ограничивает объем кредита и фактически ведет экономику к катастрофе. Даже если бы не было санкций при такой политике, мы бы, так сказать, вряд ли бы вышли бы из стагфляции, куда нас загнал Центральный банк. А с учетом санкций ситуация становится просто катастрофической. 120 миллиардов долларов отзывают, точнее, нужно будет в этом году отдать по тем кредитным договорам, которые есть. А если будут маржин-коллы, вследствие падения фондового рынка, западные кредиторы вполне могут потребовать досрочного погашения кредитов. И что тогда? Значит, у нас 60% денежной массы сформировано под иностранные источники. На сегодняшний день Россия должна Западу в основном 700 миллиардов долларов. Эти 700 миллиардов долларов сегодня, обмененные на рубли, обеспечивают больше половины денежного оборота. Значит, если эти деньги будут уходить с рынка, значит, их надо как-то заместить. Центральный банк ни слова не говорит в своих основных направлениях денежно-кредитной политики о том, как это он будет делать. Он вообще этой проблемы даже не видит, не замечает. Поэтому при такой политике мы сталкиваемся с риском того, что денежная масса будет просто автоматически сжиматься по мере того, как внешние источники кредита будут закрываться. Возникает вопрос, чем это объяснить? Это политика просто чистое вредительство, с моей точки зрения. И можно было бы легко купировать все проблемы санкций, если бы Центральный банк вел правильную, взвешенную политику. Инструментов у него более чем достаточно. Обратите внимание, объективно наша экономика от финансовых санкций пострадать не должна. Мы являемся нетто-кредиторами. Россия уже многие годы является донором мировой финансовой системы. Тоже вследствие политики денежных властей. Наши банки вместо того, чтобы вкладывать деньги в развитие производства, накапливают свои активы за рубежом. И на сегодняшний день чистая инвестиционная позиция России на международном рынке плюс 280 миллиардов долларов. То есть нам должны на 280 миллиардов долларов больше, чем мы должны. Но есть диспропорция. Поскольку наш Центральный банк не создает никаких механизмов долгосрочного кредита, вследствие этого наши корпорации уходят за границу кредитоваться. И вот эти 120 миллиардов долларов, которые придется возвращать, это как раз кредиты корпорациям преимущественно. Корпорации вынуждены уходить за границу, потому что внутри страны нет длинных дешевых денег в нужных объемах. Так вот, по долгосрочным обязательствам мы должны на 340 миллиардов долларов больше. То есть внешние обязательства по долгосрочным займам у нас 635 миллиардов, а внешние активы 300 миллиардов. То есть практически 340 миллиардов у нас превышение обязательств над активами по долгосрочным кредитам. А вот по краткосрочным все наоборот. Внешние обязательства около 100 миллиардов долларов, а внешние активы более 700 миллиардов долларов. Значит, у нас явно, то есть мы вроде бы доноры мировой финансовой системы, но проблема в том, что у нас длинных денег нет, поэтому длинные деньги берут за границей. Казалось бы, если бы мы, допустим, сказали таким образом, если вы замораживаете наши активы и не даете нам работать с мировым рынком, то мы тогда не возвращаем вам наши обязательства. Так вот, око за око, что называется. Конечно, это не принято, и наше руководство отрицает такой подход совершенно правильно. Президент России говорит, что мы не будем отвечать таким варварским образом. Но, тем не менее, если бы не утечка денег за границу в краткосрочные активы. Что такое краткосрочные активы? Депозиты в основном банков, но плюс какие-то ликвидные иностранные ценные бумаги, в основном казначейские обязательства западных стран. Вот если бы мы, наши банки, вместо того, чтобы вкладывать деньги за рубежом, вкладывали бы их во внутренний кредит, то у нас абсолютно была бы абсолютно безопасная ситуация. То есть
нам должны больше, чем мы должны. Поэтому любая попытка заморозить российские активы симметрично привела бы к ответу, что Запад потерял бы больше, чем он бы выиграл на санкциях. Автоматически потерял бы больше. Поэтому это делало бы войну санкций на финансовом рынке бесполезным занятием и вредным для ее организаторов. Но в силу того, что у нас колоссальная утечка капитала, и то, что я назвал внешние активы, в целом у нас более $1 триллиона, из них краткосрочные 716, это только официальные данные. На самом деле, с учетом утечки капитала, внешних активов у нас в 2 раза больше. И вот, собственно говоря, эта офшоризация экономики, которая тоже стала следствием денежной политики, создает нашу уязвимость. В настоящий момент внешние обязательства, вернемся так сказать, к открытым данным, то, что верхушку айсберга отражает в видимой статистике. Значит, наши банки за границу вложили $115 миллиардов, должны $60 миллиардов. Но, казалось бы, в условиях санкций банкам бы надо было уходить из краткосрочных активов, если нам уже полгода говорят, что мы заморозим ваши активы, что мы будем, значит, арестовывать ваши счета, и некоторые наши бизнесмены уже попали под это дело. Значит, почему наши банки уже в течение полугода, мало того, что хранят $115 миллиардов, так они еще наращивают активы за границей. Вот за этот год, только за полгода, требования банковского сектора к нерезидентам, то есть то, что они отдали за границу, возросли за год с 1,1 триллиона до 1,7 триллионов. Казалось бы, Центральный банк должен был бы предупредить коммерческие банки вести более осторожную политику. Не сужать деньги сегодня своим клиентам, не покупать американские казначейские обязательства, французские, немецкие и так далее. Остерегаться вкладывать деньги за рубеж в ситуации возможных санкций и конфискаций, так нет же. Банки продолжают наши наращивать, и в основном это делают госбанки, замечу. Большая часть этих операций приходится на 5 российских банков, 4 из которых контролируются государством. То есть, получается, государственная финансовая политика, денежная политика сегодня усугубляет нашу внешнюю зависимость. То есть она идет вразрез с интересами национальной безопасности и вразрез с интересами страны в условиях этих санкций. Можно было бы достаточно легко нам обезопаситься от угроз санкций на финансовом рынке. Во-первых, вернув краткосрочные активы как можно быстрее из-под юрисдикции США и других стран НАТО. И тем самым сделать баланс в их пользу. То есть мы им будем должны больше, чем они нам. Тогда санкции с их стороны будут бессмысленными. И эту операцию можно было бы сделать уже давно. Уже полгода прошло, как я уже заметил. Во-вторых, необходимо решать срочно вопрос замещения иностранных кредитов, которые будут отзываться и по которым не будет рефинансирования. Это как минимум нужно решить вопрос предоставления нашему корпоративному сектору не менее 4 триллионов рублей в виде долгосрочных дешевых кредитов на тех условиях, на которых они привыкли рефинансироваться за рубежом, для того, чтобы они просто не начали сворачивать производство. А если мы хотим, чтобы они занялись импортозамещением и наращивали инвестиции, то дефицит денег сегодня вследствие западных санкций составляет около 5 триллионов рублей. Есть у Центрального банка инструменты решения этой задачи? Ну, в принципе, есть. Они какие-то из них уже даже освоили. Они уже все посткризисные годы печатают деньги в основном под рефинансирование коммерческих банков. Это инструмент вполне опробованный в международной практике. Его нужно расширять, кредиты нужно удлинять. Но сейчас это кредиты в основном 5-летние, кредиты под краткосрочная спекулятивная операция, смысл которых только поддержание ликвидности, то есть 7-минутное латание дисбалансов. Но самое главное, Центральный банк своей безумной политикой повышения процентных ставок за последние полгода просто убил у экономических агентов веру в то, что в России могут быть длинные дешевые деньги. Он просто торпедировал большую часть инвестиционных программ таким образом. И все основные инвестиционные задачи сегодня приходится решать правительству, которое вынуждено раскупоривать свои резервные фонды для того, чтобы хоть как-то поддержать инвестиционную активность. А все это можно было делать за счет удлинения рефинансирования. Не недельное нужно рефинансирование, а 3-5-летнее рефинансирование, если мы говорим об инвестиционных проектах. Необходимо на оборотные средства, тоже не 1 неделя нужна на пополнение оборотных средств, а хотя бы на год рефинансирования.
И те кредиты, которые придется сейчас замещать, они так и выдавались. Они выдавались на год, на 3, на 5 нашим корпорациям. Поэтому необходимо сейчас правительству и Центральному банку вместе отработать механизм замещения иностранных кредитов из внутренних источников. Для этого Центральному банку нужно расширить залоговую базу, расширить ломбардный список, создать инструменты длинного, долгосрочного кредитования. Все это, и заняться снижением процентных ставок. В ответ нам Центральный банк на все эти предложения говорит: деньги утекут за границу. Вот наши заемщики — это такие жулики, значит, которые берут деньги и перекачивают их за границу в доллары. Ну, надо сказать, что к этому есть резон, потому что знаменитая антикризисная программа, которая у нас считается почему-то успешной, хотя она была самой провальной из всех развитых стран, мы потратили на спасение банковской системы около 3 триллионов рублей, значит, практически увеличив денежную базу в 1,5 раза ради банков. Но банки деньги до реального сектора не довели. Хотя им руководство страны говорило, что вы должны деньги, которые получаете от ЦБ на спасение, проводить в реальный сектор. В действительности они большую часть денег бросили на валютный рынок, фактически вывезли их из страны, скупили доллары и воспользовались, я считаю, тоже диверсионной политикой по снижению курса рубля тогда, целенаправленному снижению курса рубля, заработали на этих запланированных спекуляциях порядка 300-400 миллиардов рублей. Значит, кому война и катастрофа, а кому мать родная, как говорится. Так, поэтому есть резон в том риске, что деньги, дешевые, длинные деньги, мы не можем создать без решения проблемы утечки капитала. Это медицинский факт. Если мы не решим проблему утечки капитала, никаких длинных дешевых денег в России не будет. Значит, мы на сегодняшний день по утечке капитала теряем, в общей сложности наш финансовый трансфер за границей составляет 150 миллиардов долларов в год примерно. Из них утечка капитала уже сегодня достигнет в этом году 120 миллиардов долларов. Примерно 40-60 миллиардов мы теряем на доходности, то есть это легальная операция вследствие того, что мы платим завышенные процентные ставки по тем кредитам, которые берем. А сами наши экономические агенты деньги размещают под очень низкие процентные ставки. Вот разница только на этих доходностях по инвестиционным операциям составляет порядка 40-60 миллиардов ежегодно. Но при этом львиную долю, половина всего вывоза капитала составляет нелегальная утечка капитала, которая по сути является формой уклонения от налогов. Бюджет на нелегальной утечке капитала теряет порядка 1 триллиона рублей в год доходов. И Центральный банк делает вид, что эта проблема не касается, что это проблема, мол, правоохранительных органов. Это, мол, должна милиция бегать за этими злоумышленниками, ловить их, значит, и бороться с уклонением от налогов вместе с налоговой службой и финмониторингом. И таким образом бороться с утечкой капитала. Но это просто перекладывание с больной головы на здоровую, потому что никакие репрессивные, правоохранительные, административные органы не могут бороться с утечкой капитала, объем которого зашкаливает за 10% ВВП. Это просто невозможно. Капитал хлещет из страны со всех щелей. Не только из банков отмывочных, с которыми сегодня ведется борьба, но и через солидные, в том числе госбанки, уходит капитал за границу. Как бороться с утечкой капитала? Ну, вообще говоря, в этом нет никакого секрета. Есть простые механизмы, которые были использованы Геращенко в свое время, в 1998 году. Это контроль за валютной позицией коммерческих банков. Контролируете вы эту позицию, значит, коммерческий банк должен по валютным операциям выходить либо в ноль, либо в плюс. То есть он не должен вывозить капитал в течение операционного дня. В сумме у него должен быть баланс вывоза и ввоза. Нормы банковского контроля, механизмы фильтров временных, когда вывоз капитала, скажем, идет с определенным лагом, резервирование вывоза капитала. Огромное количество инструментов, которые сегодня Банком России не применяются. Обязательная продажа валютной выручки как тоже механизм борьбы с вывозом капитала, потому что труднее его будет прятать в этом случае. Я бы предложил налог на вывоз капитала. Многие страны пользуются этим инструментом, включая Бразилию, например. Что здесь плохого? Более того, если мы понимаем, что вывоз капитала идет сегодня больше, чем в половине случаев, как уклонение от налогов, то что мешает ввести такую норму, как, скажем, обложение финансовых транзакций НДСом? Если это легальная операция, то импорт идет в страну, значит, этот налог засчитывается в оплату НДС.
А если это фиктивная операция с целью вывоза капитала, значит штраф. Штраф на вывоз капитала. Ну, хоть налог государство себя оставит. Но вот этот вопрос для Центрального банка абсолютно табуирован. Вы не найдете ни в одном документе, ни в каких основных направлениях денежно-кредитной политики ничего по поводу этой проблемы. Уже многократно и президент страны говорит, и правительство возмущается тем, что из страны уходят десятки миллиардов долларов ежегодно без уплаты налогов. Центральный банк делает вид, что это вообще его не касается. Ну, в общем, при такой политике мы рискуем пострадать от экономических санкций летальным образом. То есть многие сектора экономики просто остановятся в отсутствии кредитов. Если мы хотим, чтобы экономические санкции пошли нам на пользу, а такая тоже возможность есть, и стали поводом для импортозамещения, для расширения экономической активности, нам нужно переходить на внутренние источники кредита. Это целиком вопрос Центрального банка. Без кардинального изменения политики Центрального банка никакого ни импортозамещения не будет, ни компенсации внешних источников кредита внутренними. И таким образом мы рискуем столкнуться с катастрофическим снижением объема кредита уже в ближайшие месяцы. Поэтому главная проблема сегодня, которую нужно решать, это преодоление такого упорного нежелания Центрального банка отстаивать интересы национальной безопасности, обеспечивать экономическую безопасность страны и следование интересам иностранных спекулянтов. И, собственно говоря, что такое гарантия свободного ввоза-вывоза капитала? Это, по сути, обслуживание интересов иностранного капитала в первую очередь. И пока Центральный банк будет обслуживать интересы иностранного капитала в первую голову, не думая об интересах развития страны, экономические санкции будут носить крайне болезненный характер. С другой стороны, я хочу на этом завершить. Экономические санкции вполне купируемы. У нас нет проблем ни с финансовой безопасностью с точки зрения имеющихся возможностей. Мы являемся донорами мировой экономики. Все проблемы внутренние, связаны с тем, что мы ничего не делаем против вывоза капитала. У нас есть свободные производственные мощности. У нас примерно треть производственных мощностей стоит сегодня в стране. Загрузить их импортозамещением вполне реально, но для этого, опять же, нужны оборотные средства, кредиты на расширение оборотных средств. У нас есть научно-технический потенциал, который сегодня, правда, лишен доступа к реальному сектору экономики. В основном концентрируются фундаментальные науки, которая сильно подорвана, правда, реформа сейчас Академии наук, но тем не менее пока еще фундаментальная наука в стране есть. Но переход к практической реализации наших инноваций сегодня не происходит из-за того, что те проектные институты и конструкторские бюро, которые работали раньше, в ходе приватизационной кампании были полностью уничтожены. У нас количество проектных институтов и КБ сократилось в 5 раз. Отсюда полная зависимость от иностранного инжиниринга. Поэтому самое узкое место здесь – это восстановление нашего отечественного инжиниринга, проектных институтов, конструкторских бюро. Но для этого нужно не зарывать деньги во всякого рода фиктивные структуры, типа Роснано там, и ему подобных, с которыми счетная палата только интересуется, и больше, наверное, никто из субъектов инновационного предпринимательства. А воссоздавать смычку между фундаментальной наукой, которая концентрируется в Академии наук, опытным производством, для чего нужны, опять же, кредиты и немалые, и производством наших корпораций. То есть нужно идти не от реформирования фундаментальной науки бесконечного, а идти от латания дыры, которая образовалась из-за отсутствия связи между фундаментальной наукой, которая относительно развита, и реальным производством, потому что прикладная наука погибла вследствие приватизационной кампании, которая проводилась в 90-е годы. Вот это звено нужно срочно воссоздавать. Это тоже можно делать, но это надо делать целенаправленно, системно, но, к сожалению, вот этого тоже мы не наблюдаем. Спасибо, Сергей Юрьевич. Мы работаем уже час, и после такого обстоятельного сообщения, наверное, есть смысл перейти к вопросам. Тогда, Светлана, вы в свои руки берите, да? Спасибо большое. Уважаемые коллеги, поднимайте, пожалуйста, руки, чтобы я понимала, сколько у нас вопросов. Пожалуйста, ваш вопрос первый. Подождите микрофон, не забудьте представиться. Да, здравствуйте. Национальный банковский журнал «Сколгаев Иван». Я хочу вспомнить, вы случайно не говорили в начале конференции о том, что некоторые страны могут отказаться от доллара и евро как от валюты, и в том числе, что могут заново воспользоваться своими собственными национальными платежными системами в случае, если вдруг будет угроза того, что они захотят отказаться и от самого Евросоюза, и от Соединенных Штатов. Да, влиятельной структуры.
Вы кому-то адресуете вопрос? Ну, в целом я всему кругу мостовой Кто объясню. сможет ответить? Я на самом деле не очень понимаю. Нет, об этом никто не говорил. Я говорил о том, что долларовая система сегодня становится значительно менее рентабельной для ее держателей, то есть для Соединенных Штатов Америки, и по этой причине они начинают свои проблемы закрывать за счет остальных участников. Соответственно, становится рентабельным создание региональных финансовых систем, в том числе теоретически на евразийской территории. Как будет происходить этот процесс, это вопрос отдельный. Что будут делать другие регионы, как будет жить там Евросоюз, или как будет жить Латинская Америка, или Китай, это их проблемы. Меня это волнует там значительно меньше, чем ситуация у нас. У нас, еще раз повторю, сегодня возможно начать работу по созданию собственной инвестиционно-финансовой модели, при которой вот долгосрочные кредиты, о которых говорил Сергей Юрьевич, станут не долларовыми. И в этой ситуации мы будем контролировать этот процесс. Вот это мы должны сделать. Я бы хотел заметить, что впервые мы подняли вопрос о необходимости создания системы обмена межбанковской информацией типа SWIFT еще 3 года назад. В ответ на это господин Игнатьев сказал, ну не может же атомная бомба попасть в Центральный банк. Так он оценил риски, связанные с отключением нашей страны от системы SWIFT. Хотя белорусам, например, об этом угрозы шли довольно давно. Если бы тогда Центральный банк не отмахнулся от этой угрозы, мы сегодня уже имели бы свою международную систему обмена электронной информации по межбанковским взаимодействиям, аналогичную SWIFT. Ее построить можно за полгода, на самом деле. Наши программисты вполне способны это сделать. И за год договориться с банками-партнерами об использовании такой системы. Для начала в Таможенном союзе, в ШОС, в БРИКС, и создать свою альтернативу, независимую от экономических санкций. То же самое касается платежной системы по банковским карточкам. Об этом тоже шли разговоры давно. Почему у нас Visa и MasterCard доминируют на рынке? Потому что денежные власти позволили им доминировать. Китай одним росчерком пера заставил Visa и MasterCard замкнуться по всем транзакциям внутри страны в рамках китайской национальной платежной системы. И никакие там визги этих компаний не поколебали китайское руководство в решении этой задачи. Они ее решили за 1 год. И Visa и MasterCard подчинились. Теперь китайская система UnionPay самая большая в мире. Почему нам надо ориентироваться на Visa и MasterCard внутри страны? Давно нужно было создать нашу платежную систему. Уже лет 10 об этом идет разговор. И даже когда Visa и MasterCard угрожали нам блокадой, почему-то Центральный банк отложил решение этих задач более чем на год. Хотя имеющиеся программные возможности и опыт уже российских платежных систем говорит о том, что можно за полгода развернуть такую систему. И на встрече стран БРИКС в Уфе, я думаю, это мог бы быть один из главных вопросов. Создание своей системы обмена межбанковской информацией вместо SWIFT и создание платежной системы по банковским карточкам, которые бы принимались во всех странах БРИКС. Это полнаселения Земли. Ну, речь о вообще тотальном отказе от там, долларов, евро или каких-то других там, базовых мировых валют не идет. Это, в принципе, если кто-то об этом говорит, но это не больше, чем пиар. А вот речь о переходе действительно на вот, расчеты, о которых коллеги говорили, между определенными странами в национальных валютах, особенно да, на расчеты там, внутри страны, если мы говорим про Россию в рублях, там, расчеты, не знаю, внутри там, таможенного союза и так далее. Речь идет только об этом. Говорить о том, что вот там какие-то отдельные страны или регионы вдруг сразу скажут, что мы тут выпадаем, в принципе, из глобального экономического сообщества, ну, это просто смешно, и вообще обсуждать это не советую. Спасибо большое. Еще один вопрос, еще 3 вопроса. Сначала вы. Да. Журналистская правда, Бенедикт Сергей. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили, Центробанк ведет подрывную такую политику, и благодаря их действиям фактически страна может быть выглядит беспомощной. Какие конструктивные предложения или политическая воля правительства, может быть,
нужны, чтобы Центробанк реформировать или реорганизовать в соответствии с вызовом, который мы сейчас получаем в связи с санкциями. И второй вопрос, может быть, касается, не означает ли, что нехватка на внутреннем, такая завязка с внешними деньгами внутренних не приведет к запуску станка просто печатного внутри страны и деньги будут, может, обесцениваться? Нет. Сергей Юрьевич. Инфляция эти предложения не приведут, потому что речь идет о банальном замещении внешних источников кредита внутренними. Прошу прощения, Сереж, я просто цифру приведу. А с 1998 по 2002 год за 5 лет Геращенко увеличил денежную массу в стране в номинале в 15 раз, а относительно в 10 раз. При этом инфляция падала. Это просто говорит о том, что кто-то умеет, а кто-то не умеет. У нас количество денег в экономике в 2 раза меньше, чем необходимо для простого воспроизводства. Нехватка этих денег замещается иностранными кредитами, замещается коммерческими кредитами, и все это ведет к ухудшению качества денежного обращения. Конечно, просто так взять и увеличить денежную массу, скажем, в 2 раза невозможно. В рамках существующей институциональной системы это действительно вызовет всплеск инфляции. Но если мы пойдем постепенно по пути, сначала замещение внешних источников кредита внутренними, на тех же условиях, на которых наши корпорации и банки заняли деньги за рубежом. Ведь западные банки мы считаем квалифицированные люди, они там деньги просто так не раздают. Значит, те бизнес-планы, под которые деньги даны, это реальные бизнес-планы. Для того, чтобы контролировать использование этих денег, необходимо развивать институты проектного финансирования, о чем уже много лет идут разговоры. И опять же, это вопрос к банковской системе. Кто должен осваивать институты проектного финансирования? Раньше наша банковская система так и работала. Самый крупный банк в стране был Промстройбанк, работал исключительно по принципам проектного финансирования. Потому что в стране, в Советском Союзе было, наверное, самое большое количество специалистов в области проектного финансирования. Все это смыло этой волной в 90-е годы, и банки сейчас самоустранились. И вообще даже не умеют заниматься проектным финансированием. Если мы говорим о длинных дешевых деньгах, которые в том числе должны заместить иностранные кредиты, то с моей точки зрения эти деньги нужно рефинансировать с использованием инструментов проектного финансирования. Коммерческие банки, которые находятся в схеме рефинансирования и получают возможность от Центрального банка получать кредитный ресурс на год, на 3, на 5 под низкие процентные ставки, должны отвечать за целевое использование этих денег. Значит, должны работать по методу проектного финансирования. Или брать обеспеченные залоги. Но проблема в том, что залоговая масса сегодня в стране в 2 раза меньше, чем должна была бы быть для нормального кредита. Почему это? Это опять же из-за офшоризации. Потому что вслед за спросом на иностранные кредиты идет стимул к корпорациям, к банкам уходить в офшоры и под офшорные активы занимать деньги в заграничных банках. Поэтому деофшоризация является тоже абсолютно необходимым элементом в системе мер, которые должны дать России возможность иметь длинные дешевые деньги. Что касается воздействия на Центральный банк, то, конечно, нужно модифицировать закон о Центральном банке. Напомню, что классик теории денег, Нобелевский лауреат Тобин, многократно говорил и доказывал в своих работах, наши монетаристы любят ссылаться на западных классиков, так вот, самый большой авторитет, говорил о том, что главной задачей Центрального банка должна быть максимизация инвестиций в экономике, создание максимально благоприятных условий для роста инвестиций. В этом главная задача. Потому что только наивные монетаристы, которые никогда не видели реальной экономики и реальной жизни, думают, что с помощью ограничения денежной массы можно влиять на инфляцию. Снижение цен достигается за счет повышения эффективности производства. Других способов нет. Чтобы поднять эффективность производства, необходимы инвестиции в новые технологии. Снижаете издержки, падают цены. Это видно по всем товарным группам. Как цены, скажем, на всю продукцию вычислительной техники, информационно-коммуникационных технологий у нас на наших глазах упали в сотни раз за счет научно-технического прогресса. Или второй способ – расширять объем производства, расширять предложение товаров, увеличивать конкуренцию. Для этого тоже нужно увеличение денег. И из экономической истории хорошо видно, что те страны, которые добились успеха в экономике, в плане экономического роста, всегда в
периоды быстрых темпов экономического роста опережающим образом наращивали денежное предложение. Потому что смысл кредита в экономике – это авансирование экономического роста, а не поддержание ликвидности для спекулянтов, как думают наши люди, точнее, наши работники Центрального банка. С квалификацией очень скверно дело обстоят в Центральном банке. Нужно привлечение новых, серьезных, думающих специалистов, которые понимают, как работает реальный сектор экономики, а не теоретизируют. Микрофон. Могу добавить. Ну, во-первых, если уж вернуться к теории и к учебнику, то кредитная эмиссия не вызывает инфляцию. Это знает вообще любой студент экономического вуза. Потому что если бизнес берет кредит под бизнес, определенную сумму, он его туда вкладывает, создает рабочие места, и если этот проект успешный, соответственно, в экономике остается прибыль. После чего кредит возвращается, денежный мультипликатор схлопывается, и остается прибыль. Прибыль не вызывает инфляции, это рост уровня жизни. К инфляции никакого, к обесцениванию денег никакого отношения не имеет. Это первое. Момент второй. Если мы посмотрим, что делает у нас Центральный банк, то можно нарисовать несколько графиков. Динамику денежной массы в стране год к году и наложить на динамику нашего фондового рынка. Зависимость больше 90% корреляция. Более того, если мы посмотрим, наложим не фондовый рынок, а наложим темпы роста валового внутреннего продукта, корреляция более 90%. Это к вопросу о том, что говорят. Поэтому, если мы действительно просто так резко начнем повышать денежную массу сейчас, то в рамках текущей структуры, безусловно, эти деньги куда-то убегут. Поэтому для того, чтобы деньги остались, нужно еще, кроме понижения процентной ставки, поднять норму прибыли в экономике. Это обязательно. И тогда не надо будет выводить деньги, потому что их можно будет выгодно вложить здесь. И деньги вкладывались в нашу страну прекрасно в 2000-е годы, и не только внутренние деньги, был колоссальный приток иностранного капитала. Но что мы получаем? Темпы прироста денежной массы, начиная с 99 по 2000 годы, минимальные темпы соответствуют максимальным темпам прироста, которые мы видели, собственно говоря, они были примерно в 2011 году. Но за последние 1,5 года они, собственно говоря, ушли ниже уровня инфляции. То есть действия, они, в общем, на самом деле очень простые. Спасибо большое. До окончания нашего мероприятия осталось 5 минут. Если успеем, ваш вопрос тоже. Сначала девушка. Добрый день, Надан Федриксон, издание «Кавполит». У меня вопрос к Сергею Юрьевичу. Скажите, пожалуйста, на данном этапе, насколько сильно санкции подрывают ситуацию в регионах Российской Федерации, особенно на Северном Кавказе, тем более если учитывать угрозу радикальной исламизации, которую мы сегодня наблюдаем от ИГИЛ? Я не вижу серьезных последствий этих экономических санкций в ближайшие 3-5 лет, если они не будут усугубляться и если Банк России будет проводить правильную политику. Значит, наши производственные мощности вполне достаточны для того, чтобы заполнить ту брешь, которая возникает вследствие санкций. Если денежная политика позволит заполнить нехватку внешних источников кредита и заместить на внутренние, то здесь тоже проблем не будет. Если говорить о регионах, то пока мы можем констатировать лишь серьезную обеспокоенность нефтедобывающих компаний и газодобывающих. Но Министерство энергетики уверяет, что здесь тоже тревожиться особо не надо, что наши инженерные кадры способны все сделать. Так что я больших угроз со стороны санкций не вижу. Гораздо больше угроз со стороны внутренней политики. Если внутренняя политика не будет адаптирована к санкциям, тогда негатив санкций будет многократно усилен. Большое спасибо. Да, у меня еще один вопрос, если позволите. А насколько серьезно сейчас санкции подрывают авторитет России для стран Прикаспийской пятерки? Тем более, если учитывать, что в Азербайджане буквально в субботу была церемония запуска Южного газового коридора, который считается основным конкурентом для Южного потока российского. Мне кажется, что санкции подрывают авторитет Запада больше всего, потому что Запад тем самым США и их партнеры в Европе подрывают основы международного торгового права. Это им должно быть стыдно, в смысле авторитета. Санкции, которые сегодня применяются против России, доказывают, что ВТО ничего не стоит. Что ВТО – это вообще организация, об которой американцы вытирают ноги. И мало того, что они сами никогда не выполняли норм ВТО, ссылаясь на то, что американская конституция превыше
каких-либо международных обязательств, так они теперь и заставляют игнорировать нормы ВТО и своих европейских партнеров. То есть действия США и их партнеров в Европе сегодня полностью дискредитировали все международное торговое право и подрывают мировую торгово-экономическую стабильность. Поэтому, если говорить о том, чей авторитет страдает, то больше всего страдает, с моей точки зрения, авторитет США и их партнеров в Европе, которые демонстрируют себя как ненадежные партнеры, как глупые партнеры, которые вредят сами себе. Потому что негативный эффект экономических санкций для Европейского Союза экспертами оценивается в $1 триллион в общей сложности. Санкции против России, если по полному кругу их будут применять, $1 триллион, из которых 200 миллиардов приходится только на одну Германию. Чей авторитет подрывают сегодня европейские и американские политики? Они подрывают свой собственный авторитет, они ломают международную торгово-экономическую систему, они вредят своему бизнесу. Значит, это позор просто для мира, я считаю, поведение США и европейских политиков. Если можно, я тут еще добавлю несколько слов. Давайте смотреть правде в глаза. Такого рода санкционную политику, которую ведут сегодня Соединенные Штаты Америки, которые, в общем, выкручивают руки своим принципиальным союзникам, которые не могут отказаться от сотрудничества с Соединенными Штатами Америки, она возможна только в ситуации, когда они сами понимают, что сохранить действующую систему невозможно. Санкции реально ускоряют демонтаж современной финансовой системы Бреттон-Вудской со всеми ее институтами, МВФ, Мировым банком, ВТО. Я напомню, что ВТО под старым названием ГАТТ была учреждена на Бреттон-Вудской конференции в 1944 году. И все остальное. Это осмысленно только в ситуации, когда руководство Соединенных Штатов Америки понимает, что эта система все равно не жилец. И мы должны думать о будущем. Потому что в противном случае, если мы будем смотреть там на современных российских чиновников, я вот уже приводил этот пример, приведу его еще раз. Мы там отказались, запретили ввоз там американского или какого-то еще мяса, при этом одновременно наложили санкции сами на себя, потому что то мясо, которое уже нам принадлежит, уже закуплено, мы запретили тоже. Потому что оно уже было куплено, но мы его все равно запретили, потому что оно происхождением из США. У нас чиновники, там про политику Центрального банка сказал Сергей Юрьевич, у нас сегодня чиновники приносят нам больше вреда, чем, соответственно, все наши противники этими санкциями. И мы должны думать сегодня о будущем. То есть как мы будем жить в ситуации, когда вот эта модель, которая сегодня разрушается, перестанет существовать. Бессмысленно пытаться быть святее Папы Римского и соблюдать американские правила лучше, чем это делают сами американцы. Я бы, знаете, что сказал? Ведь санкции основаны на лжи. Все эти американские санкции основаны на ложных политических тезисах. Начиная с санкций против Ирака, когда Ирак обвиняли в химическом оружии и не стеснялись демонстрировать фальсификаты в Организации Объединенных Наций. Иран. Ну и сейчас организовали сбитие самолета малазийского. Вся малазийская пресса уже пишет о том, что самолет сбили украинские военные. Они провели собственное расследование. Нет, по-прежнему давят на европейцев как основание введения санкций против нас. Хотя сами организовали это убийство. Карательная операция на Донбассе, которая сама украинская власть под контролем американских инструкторов и под управлением служб безопасности Украины, которые контролируют американские спецслужбы, уничтожает собственное население, Россия в этом виновата. Ну и так далее. То есть это политика лжи и цинизма, которая, как мне кажется, окончательно уже в ближайшее время подорвет авторитеты Соединенных Штатов и их союзников по НАТО. Здесь можно резюмировать таким очень интересным мнением. Я в свое время как-то слушал нашего известного сатирика, Михаила Николаевича Задорнова, и он говорил следующее, что, говорит, американцы взяли, как заложили в свои суперкомпьютеры все цифры про нас, да, вот все, что было, и, говорит, убедились в том, что никто не наносил России большего вреда, чем мы сами, и решили помогать нам во всех наших начинаниях. Вот мы говорили про те санкции, которые сами мы вводим, да, вот Сергей Юрьевич говорил про Центральный банк, полностью поддерживаю, про наших чиновников, и вот эти санкции, они просто идут вот в разрезе вот этих действий, то, что они помогают нам в наших же начинаниях. Собственно, и все.
Большое вам спасибо, уважаемые гости. Мы вам благодарны за то, что вы нас посетили. Будем рады снова видеть вас в нашем пресс-центре.